Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. И сегодня в этом видео я бы хотела поделиться своим опытом поиска работы в Дубае. Я проходила курсы тренинга Ивана Будько 3 месяца. После этого я 3 месяца еще здесь в Дубае непосредственно проходила собеседование, искала работу. Я делала определенную подготовку, поэтому я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом поиска работы и какие факты необходимо учесть и что мне помогло. Друзья, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно знать про законодательство Эмират, про то, какие нюансы и особенности, лайфхаки, которыми я делюсь в своем инстаграм-аккаунте. Здесь также в социальных сетях я готова с вами делиться, и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, если у вас есть вопросы, можем обсудить. Итак, самое первое необходимое, которое надо понимать, действие, которое вы делаете, это вы непосредственно делаете всю подготовительную работу. Если вам интересно про то, какими вообще подготовительными работами нужно заняться, пожалуйста, посмотрите мое другое видео, где я рассказываю о важных аспектах по переезду в Дубай. А в данном видео конкретно я расскажу об инструментах, которые помогут вам найти работу. Досмотрите это видео до конца, я вам расскажу о бонусных, интересных лайфхаках, которые точно никто не знает, потому что это я сама на своем опыте испытала, и это действительно работает и очень быстро поможет вам найти работу даже дистанционно. Итак, первое и самое главное – это составление резюме. Ваше резюме должно быть очень хорошим, оно должно быть очень четким, красивым и коротким. Коротким оно должно быть не больше 2 страниц. Я понимаю, что, может быть, многие из вас много работали и хотят большой опыт свой внести, рассказать об этом в резюме, но и поймите, пожалуйста, что им, конечно, вы об этом знаете, читали, что некогда им смотреть огромную кипу документов, поэтому, когда им высылают резюме, они просто сканируют, да, глазами, там, и если что-то зацепило, они остановятся и дочитают. Вот для того, чтобы это что-то было, чтобы вас остановило, во-первых, нужно сделать очень хорошую фотографию. Даже если вы работаете в той сфере, где вам не обязательно выглядеть солидно, ну, любая другая работа, я не знаю, которая не связана с офисной, кем бы вы ни работали, просто постарайтесь на этой фотографии выглядеть очень красиво, очень хорошо, очень солидно, презентабельно. Никаких декольте, никаких сережек там на носу, там, я не знаю, это, конечно, ваше личное дело, но конкретно, когда вы хотите на рынок прорваться, вам лучше пока попридержать свою индивидуальность и просто выглядеть красиво и презентабельно. Второй главный фактор, на который обращают внимание, друзья, это, конечно, языки. Какими языками вы владеете, вы должны это сразу указать. И сразу должно быть понятно, какую работу вы ищете. Из вашего резюме должно быть понятно сразу, такое вот четкое. Мое резюме, кстати, потом на тренинге использовали как пример того, как надо составлять резюме. У меня, когда я составляла резюме, у меня его человек 12 проверили. Я его делала больше месяца. То есть при том, что хотелось все уместить и в то же время это все кратко указать и зацепить с первого взгляда. И в этом помогают буллет-поинты. Буллет-поинты – это определенные такие строчки, где вы указываете коротко и цифрами указываете какие-нибудь результаты вашей работы. Это должно быть 3-5 строчек, которые показывают вас как профессионала в своей области. Если даже вы никогда не считали KPI, да, ключевые показатели своей деятельности, если вы даже никогда не обращали внимания, вы сядьте и подумайте. Если, например, в сфере продаж вы можете указать, что там за 2 года работы повысил продажи на 205%. То есть что-то такое должно быть измеримое, ощутимое, чтобы это было не в целом там я хороший работник, а это было показательно в цифрами показать. Конечно, понятно, что никто вам сейчас это конкретно не измерит, никто не будет проверять, но вам нужно показать, что там за 10 лет работы проработал, там, получил 3 грамоты в области, там, или там такое вот должно быть именно цифрами показать ваш результат работы, который вас отличает. Очень важно в этом резюме не указывать то, что к вам не относится, нерелевантно. Если вы хотите пойти продавцом, укажите только опыт работы продавца. Не нужно смешивать, что где-то вы там работали фрилансером, где-то в IT-технологиях. То есть вы должны четко, если под одну работу идете работать, то на конкретную определенную вакансию вы должны делать одно резюме. То есть если вы хотите быть помощником руководителя, вы делаете одно резюме. Если вы хотите работать преподавателем, вы делаете другое резюме. То есть
Каждое резюме под каждую вакансию должно быть, оно отличаться и именно подчеркивать те ваши стороны, которые к этой вакансии относятся. Очень важно в резюме также указать, что в какой компании вы работали. Если вы работали в больших структурах, то сразу выделяйте это очень характерно жирным шрифтом, чтобы было понятно, что вы работали в большой компании, что это тройка лидеров в области продаж, там, или это там лидер в своей структуре, в своей области, или это компания 20 лет имеет 3000 сотрудников, там, 20 филиалов по республике. То есть так должно быть, чтобы было понятно, что это крупная компания, потому что здесь, в Эмиратах, когда смотрят ваше резюме, они понятия не имеют, что это за компания ТО «Ромашка». Поэтому лучше описать, что у этой ТО «Ромашки» 20 филиалов, что она уже 20 лет на рынке. То есть такие вещи, которые покажут, что вы работали в одной хорошей компании, а не просто в какой-либо там одной из непонятных компаний для местного населения. В резюме как раз-таки нужно научиться писать коротко и емко. Это первое, что вас выделит, и это самое необходимое, когда вы идете подавать на работу. То есть по резюме вас будут оценивать. Хотя кажется, что когда вы приходите на собеседование, они вроде уже не читают ваше резюме, но они ознакомились с этим внимательно. Раз они пригласили вас на собеседование, значит, им приглянулось ваше резюме. Друзья, второй очень важный фактор – это видеорезюме. Когда вы будете делать резюме, если вы еще сделаете к нему видеорезюме, то это будет просто вообще бомбический эффект. Почему это будет эффектно? Потому что этого мало кто делает до сих пор. И если вы не делаете его хорошо, то лучше вообще не делать. Потому что когда вы выступаете на видео, вы делаете видео, записываете себя на телефон, хороший фон, красиво одеваетесь, делаете прическу, учите слова на английском, проговариваете, репетируете, вы выступаете, и это все должно возыметь эффект очень хороший, презентабельный, чтобы на том конце, кто вас смотрит, они понимали, что человек действительно хозяин своего слова, и он так красиво говорит, он красиво выглядит, он может продать себя, значит, он может принести пользу данной компании. Поэтому очень важно уделить внимание видеорезюме, сделать очень короткие вот в bullet-поинтах, как вы делаете в резюме, также рассказать о себе коротко, что я могу привнести в вашу компанию. Очень важно каждый раз, когда вы составляете резюме, видеорезюме, сопроводительное письмо или вы на собеседовании, каждый раз исходите из понятия, что вы дадите этой компании, почему она должна вас выбрать из 1000 других кандидатов. Это очень важно, потому что большинство исходит из того, что вот я хороший, вот возьмите меня, то есть посыл такой. Посыл не совсем правильный. Здесь на рынке вообще все равно, какой вы, почему вам нужна работа, что у вас заканчивается туристическая виза или что вам нужно срочно устроиться на работу, это никого не интересует. Миллион людей с такими же причинами приходят. Вам важно показать, почему они должны взять, что они с этого будут иметь и какую пользу вы принесете в эту компанию. Это самое нужно отметить в видеорезюме. Видеорезюме должно быть очень коротким, друзья. Не нужно делать его растягивать, оно должно быть не больше там, 2 минуты максимум. Это должно быть коротко. Я такой-то, такой-то, я хочу в вашу компанию устроиться, потому что я так могу то-то, то-то, и я принесу такую-то, такую-то пользу в вашу компанию. И примерно это самое нужно загрузить на YouTube, сделать ссылку и отправлять вместе с резюме. То есть, пожалуйста, посмотрите на мое видеорезюме и открывайте доступ на просмотр по этой ссылке. Короткое делаете такую ссылку и отправляете всем вашим потенциальным работодателям. Еще один важный инструмент, который я бы хотела затронуть в связи с поиском работы в Эмиратах, в Дубае, это LinkedIn. Это социальная сеть, которая на самом деле является своего рода торговой площадкой на рынке труда. Если вас нет в LinkedIn, вас нету на международном рынке труда, можно сказать, потому что LinkedIn вас помогает очень много. Это не только инструмент по поиску работы, где публикуются вакансии по Эмиратам, но также это возможность установить хорошие связи. Это возможность себя показать, при этом создав свой небольшой аккаунт, вы можете там получить поддержку своих, тех, кто с вами когда-то работал. Они могут вас кликать по вашим навыкам, поддержать вас, они могут оставить хороший отзыв. Вы можете контактировать с потенциальными работодателями, вы можете контактировать с теми, кто работал на работодателя.
Вы можете найти очень много интересных людей, интересное обучение. То есть это настолько интересная социальная сеть, которая позволит вам очень хорошо продвинуться в вашем поиске работы. Даже если вы не найдете через LinkedIn работу, вы в будущем будете использовать это портфолио, которое один раз создадите для того, чтобы в своей карьере продвигаться дальше. Возможно, вы в работе будете использовать его для контрактов, поиска потенциальных партнеров, для клиентов. Это очень интересная, очень полезная социальная сеть. Я советую вам очень подписаться на эту социальную сеть и пройти все вот эти шаги, которые необходимы для того, чтобы подняться. Посмотрите, у меня в LinkedIn, это, конечно, не самый лучший LinkedIn, как бы это однозначно, что там можно собрать еще много чего, но для начала, для стартовой площадки вам необходимо собрать хорошую такую базу нетворкинга там. И как его использовать в работе, возможно, если вам интересно, я запишу видео, скажите мне, интересно ли вам, как вообще развивать LinkedIn и как он вам поможет в работе. Друзья, это самые основные инструменты: резюме, видеорезюме и ваш LinkedIn, которые необходимо проработать, прежде чем вы приедете в Эмираты. А также, как обещала, бонусные советы, которые вот необходимо очень знать. Те, кто, наверное, не жил здесь и не знает или не обращал внимания, что на самом деле нежелательно откликаться в четверг после обеда, отправлять какую-нибудь почту, свое резюме, потому что, по идее, у нас пятница и суббота выходные, поэтому ваша почта, она просто уйдет куда-нибудь вниз, и когда в воскресенье утром работник отдела кадров открывает, у него ваш email затеряется в куче кипи других каких-нибудь спам-сообщений. Поэтому, пожалуйста, начинайте только в будние дни, с утра желательно, учитывайте временные рамки работы в Эмиратах. Поэтому не делайте бесполезную работу в четверг, в принципе, это на самом деле неэффективно. Друзья, еще один важный бонусный совет для тех, кто ищет работу дистанционно или даже не дистанционно находится в Эмиратах. Обязательно в своем резюме указывайте местный номер. Если вы укажете свой номер своей страны, то никакой отдел кадров, там работник, он не будет вас писать, сохранять, звонить. Лучше, если у вас нету этого номера, попросите друга, подругу, кого-нибудь его номер и указывайте его номер. Если я лично так делала, я одному человеку так помогла и отвечала на звонки. Ну, конечно, я не обещаю, что это буду делать вам, но в любом случае, что вы всегда можете найти человека, либо вы можете сделать себе здесь номер и указать его в контактах, в резюме, потому что так вас легче найти, и так есть эффект присутствия в Эмиратах. Поэтому вас в большей степени наберут, если при прочих равных условиях будет останавливаться выбор на том, у кого есть контакт местный. Поэтому, если, допустим, ваша подруга поднимает трубку и говорит: да, я знаю Алену, она такая прекрасная работник, она сейчас временно в отъезде, она скоро приедет, вот через неделю, через две, пожалуйста, она вам перезвонит, она как раз таки, я с ней работала, я ее коллега, она может вам даже провести собеседование. Это я, собственно, и делала. И человека приняли на работу, ждали, пока он приедет, пока проведут с ним собеседование. Периодически обзвонили мне, потому что мне удалось его продать по телефону, сказать, что это прекрасный работник, что я его лично знаю. И таким образом вы можете использовать свои знакомства, связи, попросить кого-то. На самом деле при трудоустройстве это очень хорошо срабатывает, когда кто-то вас рекомендует и на энтузиазме рассказывает о том, какой вы прекрасный работник. Но еще такой важный совет, друзья, третий уже бонусный совет. На самом деле, когда вы ищете работу в Дубае, пожалуйста, ищите не обязательно всегда работодателей, ищите тех, кто искал работу, уже устроился. Они уже сидят расслабленные, они нашли работу, они прошли какой-то путь, они поделятся с вами своим опытом, поделятся с вами своими контактами полезными. Кто-то может рассказать свои ошибки, рассказать о зарплатах, какие есть. То есть вот в этом плане вам помогает LinkedIn. Обязательно налаживайте контакты, это очень важно. Люди всегда открыты. Если вы искренне открыты, не нужно писать там: привет, помоги мне найти работу. Это не работает, это некрасиво, это просто полностью вы ставите человека в тупик. Когда кто-то мне скидывает или вам скидывает, вы сами посудите, это не в ваших руках. Вам и как бы отказать неудобно, но и помочь вы не можете. А когда кто-то пишет с конкретной просьбой, что да, вот мне интересно был ваш профайл, вот я посмотрел, вот расскажите, пожалуйста, в этой компании, если работать, или там как устроиться вы, есть ли какие-то интересные
там наработки, что-то такое, чтобы завязать общение и получить полезную информацию. Но для этого вы тоже должны что-то полезное внести, показать свое реальное стремление, а не просто общее там желание, такого мифическое желание. Оно должно быть подкреплено вашим профайлом, вашими, я не знаю, установление связи. Это на самом деле не такой процесс однобокий, что вы просто только что-то потребляете. Это обязательно, что вы что-то даете. Это взаимная win-win стратегия. Поэтому, друзья, пожалуйста, на пути к поиску работы в Дубае, в Эмиратах, будьте уверены в себе, у вас все получится. На самом деле оно не может не получиться, если вы поступательно, планомерно двигаетесь к своей цели. И почему у вас не должно получиться? Если вы считаете, что у вас не получится, у вас не получится. Если вы считаете, что у вас получится, то у вас точно получится. Потому что все это в вас внутри сидит. Никто за вас это не сделает. Поэтому вперед! Я в вас верю. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, вопросы. Будем на связи. Всего хорошего.